Привет, друзья! Сегодня я покажу, как сделал вот такой крутой формикарий с пещероподобными жилыми комнатами и красивой ареной для моей колонии жнецов. Колония миссоров или степных муравьев-жнецов – это первая колония, появившаяся в моей коллекции муравьев. Для них в свое время я сделал вот этот удобный модульный формикарий. Но колония развивалась, и за 2 с лишним года она его переросла. К тому же знатно его загадила. Пришло время найти муравьям новое жилье. В одном из прошлых видео на муравьиную тему я показывал распаковку посылки с 2 формикариями. Точнее, с одной ареной размером с кубический дециметр, из которой в одном из прошлых видео я сделал полноценный формикарий для колонии Lasius niger, и одним неполным формикарием. Неполным потому, что кроме акриловой перегородки, отделяющей арену от жилой части, в нем по сути больше ничего и не было. Это была моя договоренность с производителем, так как готовые формикарии меня не интересуют, и я люблю делать их своими руками. А тут можно было заказать только корпус, а все наполнение сделать самому. Поэтому в этом видео, кроме сборки готовых деталей формикария, я буду делать гипсовую жилую часть и декорировать арену. Для начала, чтобы собрать этот формикарий, удаляю всю защитную пленку со всех его деталей. Затем приклею ко всем стенкам жилой части малярный скотч и отрежу лишнее. Скотч нужен, во-первых, чтобы при заливке гипс не испачкал акрил, а во-вторых, для формирования жилых камер. Хочу попробовать новый метод. В формикарии для колонии вагусов я заливал гипс единым монолитным куском, а затем с помощью бормашины долго и нудно вырезал в нем камеры. Это заняло уйму времени, и к тому же я испортил несколько фрез. На этот раз я хотел сформировать полости жилых камер до заливки гипса. Сначала нарисую примерное расположение всех камер. На том месте, где на корпусе есть отверстие для увлажнения, будет отдельная от всех жилых камер полость, в которую у муравьев не должно быть доступа. Для формирования полости камер я решил использовать папье-маше. Это размоченная в воде бумага, иногда с добавлением клея. Для меня это был чистый эксперимент, я понятия не имел, что лучше использовать для формирования камер. И даже хотел сначала использовать обычный пластилин, как видел когда-то на ютубе. Но пластилина, к счастью, у меня не оказалось. Даже боюсь представить, как бы я его выковыривал из застывшего гипса. Чтобы развести смесь, взял воду, добавил немного ПВА и стал добавлять порванную мелкими кусками туалетную бумагу. Как это не противно звучит, но лучше использовать именно туалетную бумагу, причем чем она будет дешевле, тем легче будет размокать в воде. Далее, используя перо по дереву, перемешиваю все с помощью шуруповерта до образования однородной каши. Полученную субстанцию выкладываю на стенки формикария, придерживаясь запланированной схемы камер. Здесь нужно учесть 2 момента. Во-первых, камеры должны углубляться к центру стенки и становиться менее глубокими к ее краям. Это нужно для того, чтобы при сборке формикария камеры соседних стенок не уперлись друг в друга и не воспрепятствовали сборке. Во-вторых, при высыхании папье-маше значительно уменьшится в объеме, и чтобы в итоге получить просторные камеры, смеси нужно накладывать с избытком. Сушиться все это я отправил на подоконник при открытом окне, где на полное высыхание ушло 3 суток. После чего формикарий можно собрать. Там, где все-таки камеры соседних стенок уперлись друг в друга или расстояние между ними оказалось слишком маленьким, приминаю их простым напильником. Сначала планировал собрать весь формикарий и заливать гипс в жилую часть через отверстие на арену. Но на всякий случай решил прочитать инструкцию к гипсу и вспомнил, что он быстро твердеющий и начинает схватываться всего за несколько минут. И залить такой объем гипса через такое маленькое отверстие всего за несколько минут просто невозможно. Поэтому я решил заливать, сняв одну из боковых стенок. Гипс использую строительный белый марки G7, купленный в соседнем хозяйственном магазине.
Замешиваю гипс, заклеиваю отверстие на арену и заливаю. Гипса были уже остатки, поэтому раствора получилось впритык, и он получился слишком жидкий. При присоединении крышки раствор стал активно вытекать через очень тонкие щели, в результате чего могла образоваться воздушная полость. Пришлось экстренно собирать вытекший раствор ложкой и заливать его обратно. И делать так несколько раз подряд, пока раствор не начал слегка густеть и не так активно вытекал через щели. В итоге я понял, что совсем избежать воздушной полости не удастся, и нужно просто сместить ее туда, где она не сможет повредить строению жилых камер. Просто поставил формикарий в вертикальное положение, чтобы воздушный пузырь оказался в верхней части. В завершении, пока гипс еще не затвердел, вставил трубочку из защитной пленки от деталей формикария в отверстие на арену. Уже через 20 минут гипс полностью схватился и можно разбирать формикарий. Бумага папье-маше в жилых камерах сильно размокла и стала легко извлекаться из полостей. Снимаю перегородку с арены, и под ней можно видеть те самые воздушные полости. Благодаря тому, что они сверху, их можно будет легко удалить. При извлечении бумаги из камер меня привлек получившийся рельеф их стенок, схожий с реальной поверхностью каких-то природных гротов или пещер. Но судить пока рано, так как часть бумаги все еще остается прилипшей и будет удалена позже. Пока гипс сырой, гравером с фрезой по дереву сделаю переходы между камерами. И немного увеличу объем камеры увлажнения. Теперь удалю заглушку и выровняю проход на арену. Малярный скотч со стенок формикария лучше удалить сразу, потом это будет сделать гораздо сложнее. Если пытаться оттереть застывший гипс с акрила, он как абразив исцарапает стекло, поэтому после удаления малярного скотча отправляю все детали на отмокание в таз с водой. Теперь нужно удалить воздушные полости в верхней части блока. Если этого не сделать, муравьи могут найти к ним проход и устроить гнездо в них, а это сильно усложнит и подпортит процесс наблюдения за колонией. Делаю опалубку из сантехнического скотча. Развожу остатки гипса и заливаю полости. Влага моментально впитывается в гипсовый блок, и раствор приходится несколько раз подливать и равнять шпателем. В завершение последние неровности устраняю нанесением раствора простой кисточкой. Тем временем гипс на деталях формикария полностью размок, и можно легко удалить его без помощи инструмента. Окончательно выравниваю верхнюю поверхность блока, а заодно и равняю остальные его грани. Теперь можно удалить остатки папье-маше из жилых камер. Под струей воды вымываю их, используя палочку и жесткую кисть. И тут уже можно в полной мере оценить всю красоту получившегося рельефа жилых камер. Гипс отправляется на полную просушку на несколько дней, а я займусь декорированием арены. Этот процесс вы уже неоднократно видели в моих видео. Ничего нового. Буду использовать искусственные растения, затирку для плитки, камушки, на этот раз привезенные с побережья Красного моря в Израиле, хоть и по какой-то моей рассеянности подписаны, что из Египта. И мелкий речной песок. В очередной раз собираю формикарий. С помощью термопистолета формирую кустики и приклеиваю их на арену.
Также наношу термоклей на дно арены, чтобы будущей заливке было за что зацепиться. Закрываю отверстие выхода на арену валиком из плотно свернутой бумаги. Затирки для плитки, как и гипса, у меня тоже остатки. Высыпаю все, что есть, в воду и хорошо перемешиваю. Смесь получилась жидковата, поэтому в местах, где нужно создать холмики, буду сначала насыпать немного песка. Например, под растениями, чтобы скрыть термоклей. Теперь раскладываю самые красивые камушки. Сначала крупные, затем более мелкие. Подсыпаю песок в местах возвышенностей. И проливаю все раствором затирки. Когда рельеф сформирован, засыпаю всю поверхность песком и отправляю на просушку. Спустя несколько дней счищаю жесткой кистью и ссыпаю весь лишний песок. Делаю это максимально тщательно, чтобы обойтись без стандартного вымывания лишнего песка. Как я и подозревал, из-за слишком жидкого раствора поверхность получилась недостаточно прочной. И чтобы дополнительно укрепить ее, промажу все клеем ПВА, разведенным с водой. После полного высыхания клея поверхность стала практически монолитной. Теперь формикарий можно разобрать. И все равно клей проник не везде, и маленький кусочек декора арены отвалился и прилип к стенке. Приклеил его обратно и заодно промазал клеем все торцы для дополнительной прочности. Вот такой результат у меня получился. На этом можно было бы остановиться, но я, как всегда, захотел разнообразить ландшафт и добавить зелени. Первым делом развел в воде несколько капель черной акриловой краски и этой проливкой покрыл все углубленные места и места под растениями, чтобы оттенить их. А также прошелся по торцам арены, чтобы придать им более земельный оттенок. Следом разведенный в воде акриловой краской разных оттенков зеленого стал имитировать мох. В углубленных местах наносил более темные оттенки, на камнях и выступах более светлые. Захотелось придать ландшафту более весеннего настроения. Поэтому по всем выступающим частям по кругу прошелся желтыми и зелеными оттенками методом сухой кисти. Получилась такая имитация едва начавшей прорастать травы. Готово. Вот так арена выглядит при искусственном освещении. А вот так при солнечном свете. На мой взгляд, получилось очень реалистично и красиво. Напишите, пожалуйста, в комментарии, если вам тоже понравился такой результат покраски, или если что-то не понравилось и можно было бы сделать лучше. А тем временем гипсовый блок полностью высох и набрал прочность. Это можно понять по характерному звонкому звуку при постукивании. И тут мне снова захотелось поделиться с вами результатом использования папье-маше для формирования жилых камер. С помощью такого простого и доступного метода можно получить невероятно реалистичную и красивую поверхность. Возьму этот метод на вооружение и впредь буду использовать его и в других своих проектах. Теперь осталось только собрать формикарий. В следующем видео я покажу заселение жнецов в их новый дом, заселение колонии Лазиус в формикарий, который я сделал для них в одном из прошлых видео, а также последствия первой зимовки колонии вагусов. На этом у меня все. Я благодарю вас за просмотр, не прощаюсь, надеюсь, скоро увидимся.